Всем добрый день! Как ваши дела? My name is Natalie. If you want to improve your Russian, follow my channel, Natalie Practical Russian. On my channel, I'm creating Russian lessons for you. And today's topic is how to talk about your abilities. After watching this video, you will be able to say what you can do or cannot do. And I appreciate your support. If you want to support me, download my free book with common Russian phrases. Click on the link below. Okay, the link is in the description section. Now, let's get started. Я умею или я могу. Уметь – это значит иметь способность, иметь навык. Уметь – это значит знать, как это делать. У нас есть разные навыки, у нас есть разные способности. Например, маленькие дети. Маленькие дети не умеют ходить. Маленькие дети не умеют говорить. Они учатся ходить, они учатся говорить. Насколько я помню, они учатся ходить и говорить в 1-2 года. Да? И после они уже умеют ходить. Мы говорим, он уже ходит, он умеет ходить, он уже говорит, он умеет говорить. Всю жизнь мы учимся и получаем новые навыки. У нас есть разные способности, разные навыки. Что-то мы умеем делать, что-то мы не умеем делать. Да? Что мы умеем делать? Что я умею делать? Я умею водить машину. Моя сестра тоже умеет водить машину. Я думаю, водить машину – это очень нужный навык в наше время. Потому что можно ездить на машине. Потому что я могу ездить на машине, когда я путешествую. Я умею водить машину, я могу ездить на машине, когда путешествую. Еще я умею ездить на велосипеде. Я училась ездить на велосипеде, когда я была маленькая. И мне очень нравится ездить на велосипеде. Также, когда я была маленькая, я училась плавать. Поэтому я умею плавать. Я плаваю не быстро, но я могу плавать довольно долго. Когда я отдыхаю на море, я часто плаваю. Я плаваю много. Еще я умею кататься на коньках. Когда я была маленькая, я училась кататься на коньках. Мои друзья катаются на лыжах и на сноуборде. Я не умею кататься на лыжах, на сноуборде. Как-то я хотела учиться кататься на сноуборде, но передумала. Да, я не умею петь, я не умею рисовать, я не умею играть на музыкальных инструментах. Я думаю, я не творческий человек. Когда я училась в школе, многие дети учились рисовать, учились играть на музыкальных инструментах. Я нет. Моя подруга умеет играть на пианино. Я умею танцевать немного, но я не умею танцевать вальс и танго. Мне очень нравятся эти танцы, я бы хотела уметь танцевать эти танцы. Я умею готовить, я знаю, как готовить. Я умею готовить суп, пасту, что еще? Я умею готовить мясо. Я могу готовить каждый день, но, если честно, я не хочу, потому что у меня нет времени. Я умею работать в программах, и я умею писать официальные письма. Потому что раньше я работала в большой компании, я работала в специальных программах, и я писала письма. Поэтому я умею это делать, у меня есть эти навыки. Иногда русские люди говорят: он не умеет пить, или она не умеет пить. Не умеет пить алкоголь, конечно же, речь идет об алкоголе. Эта фраза значит, что этот человек не знает свою норму, не знает, сколько ему можно пить.
сколько он может пить алкоголя. Да? И есть другая фраза: надо уметь проигрывать. Снова русский менталитет. Нас с детства учат, что проигрывать это нормально, работать надо много, что жизнь трудная. Но я думаю, жизнь не такая трудная. Трудная и легкая в то же время. Уметь проигрывать – это значит принять свою неудачу, принять свой провал. Надо уметь принимать свою неудачу. Хорошо, мочь – это значит иметь возможность. Я могу делать это, я могу сделать это. Значит, у меня есть возможность делать это, у меня есть возможность сделать это. Например, сейчас мы не можем путешествовать в некоторые страны, потому что эти страны закрыты. Но мы можем говорить с друзьями онлайн, потому что есть специальные программы для этого. Мы можем встречаться с друзьями онлайн. Что я могу? Сегодня я могу не работать, потому что в последние дни я работала много. Сегодня я могу отдыхать. Сегодня я могу не готовить. Я заказала пиццу. Я могу не готовить сегодня. Да, я могу водить машину, потому что у меня есть водительские права. Я могу ездить на велосипеде в Санкт-Петербурге. Когда хорошая погода, я могу кататься на велосипеде. У меня есть велосипед. Также в Санкт-Петербурге я могу кататься на коньках. В городе есть места, где люди катаются на коньках. Также есть места, где люди катаются на лыжах и на сноубордах, но я не умею кататься на сноуборде, поэтому я не могу. Сейчас я живу в Сербии, но я могу звонить моей семье. Например, мои подруги могут звонить мне и писать сообщения в социальных сетях. Я не могу звонить маме поздно, потому что обычно она ложится спать рано. Но я могу звонить ей днем. Да. Сейчас я записываю видео на телефоне. Я могу делать видео на телефоне, потому что камера на телефоне довольно хорошая. Да, это все. Уметь. To have skill, to have ability, to be able to do something. Я умею, ты умеешь, он, она умеет, мы умеем, вы умеете, они умеют. Мочь, can do something, to have possibility. Окей? Я могу, ты можешь, он, она может, мы можем, вы можете, они могут. And now it's time for my questions. Номер 1. Вы умеете водить машину? Вы умеете водить машину? А мотоцикл? А мотоцикл? Вы можете ехать на машине всю ночь. Вы можете ехать на машине всю ночь. Номер 2. Вы умеете плавать? Вы умеете плавать? Вы можете плыть 1 час? Вы можете плыть 1 час? Номер 3. Вы умеете готовить?
Вы умеете вкусно готовить? Что вы можете приготовить? Что вы можете приготовить? Какое блюдо вы можете приготовить? Номер 4. Вы умеете петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах? Вы умеете петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах? Номер 5. Вы умеете кататься на коньках, на лыжах, на сноуборде? Вы умеете кататься на коньках, на лыжах, на сноуборде? Где вы можете кататься? У вас есть места недалеко от города? Где вы можете кататься? У вас есть места недалеко от города? И номер 6. Вы умеете рисовать или писать стихи? Вы умеете рисовать или писать стихи? Вы можете нарисовать портрет? Вы можете нарисовать портрет? Вы можете написать книгу? Вы можете написать книгу? Okay, very good. What abilities do you have? Leave a comment. I would like to read your comments, okay? And don't delay downloading my free book. Click on the link below and you will receive my free material immediately to your email. Okay? See you soon. Увидимся. Пока-пока.